футболист. Первый рук ужасно быстро догнал двоих. Переломы плюс расписки, одежда первый. И строит как пухи из-за парки. Ночью Эверлест ездит на марку. А по снегу было хорошо видно, то есть, чтобы вы понимали, да, был белый снег везде, Ага. и вдруг он стал черный. Ага. Везде воронки, посыпаны все воронками. Ну, то есть даже по воронкам можно было бы увидеть и калибр, и орудие, с которого работал противник. Почему мы молчали? Потому что в первую очередь мы офицеры, люди чести, знаем устав. Серьезно относимся к командам. Приказ не стрелять, полное неведение огня, полное перемирие. Это первое. Второе. Да просто не хочется уже их убивать, если честно. Надоело. Если им не надоело, то... Ну вот. Вот, в принципе, что тут привязываться к местности, уже мы друг про друга все знаем, как говорится, вот, поэтому, ну что, разрушили одну из наших позиций, это не так страшно для нас, сколько страшен тот момент, что, оказывается, там, я думал, что, может, есть офицеры, еще старые закала ВСУшники, которые, как бы, понимают, что такое честь, понимают, что такое устав, чтут законы, какие-то переговоры. Ну, как показала практика 15 числа, то есть ничто не чтут, полные безбожники, полное неуважение к противнику, этим самым, то есть они, и поэтому они постоянно и проигрывают, как говорится, во всех схватках, и не могут просчитать ни ДРГшные группы, проходы к нам. Ну, то есть мы на шаг впереди, как говорится, вот. Вот виднеется их флаг там. Это один из флагов, там украинский флаг они повесили. И также по всему периметру их позиций находятся флаги. Среди украинских флагов там флаги Азова и правого сектора встречаются. То есть, ну, что еще могу сказать? Флаг будешь снимать, нет? Ага. Вот. Ну, это один из флагов, там можно приблизить. Это поломанный мост. Слева и справа находятся их позиции, блиндажи. Все соединено одним окопом, одним сообщением, как говорится. Вот, левее находится муравейник. Вот. Справа камыши. Ну и пошло-поехало. Вот они, воронки тут. Одна, вторая, третья. Везде валяются гильзы, то есть носовики от зажигалок, не сгоревшие фрагменты от зажигательных фосфорных мин, вот. Ну, развороченные отбойники видно, ну и все на все воронками, как говорится. Просто понятно, когда идет бой, когда военное положение, а когда перемирие, ну не совсем понятно, не ожидаешь. Ну, подготовка наша позволяет, как бы, и предусматривает неожиданные ситуации, как говорится, быстрое ориентирование в таких сложных ситуациях. Вот. Я смотрю флаг, чтобы увидеть, азовский или правосекторовский. Ну, то есть, я так понимаю, учитывая постановы Порошенко, так называемого недопрезидента, вот, он перемешал армию ВСУшную, то есть
всех ребят, начиная с ССО, там, штурмовиков, радикалами, вот этими, так скажем, фашистами. Я просто не могу найти для этих людей слов. Обозвать их как-то по-военному, это очень много чести для них просто. Вот. Перемешал, и поэтому как бы у них тоже свой резонанс происходит, небольшой дисбаланс. Мы в течение там хода какого-то боя, но опять же, это не назовешь боем по той причине, что мы не отвечаем, не ведем ответного огня. Мы можем даже с автомата элементарно по ним пострелять. Вот. Почему? Потому что мы четко соблюдаем договоренности. То есть в силу того, что надеемся, что это будет как-то предъявлено им высшим судом, как говорится. Вот. И перемешав армию, Порошенко просто уже никто не слушает внутри социума. Там люди в больших городах, начиная Киева, заканчивая Фастовым, просто как бы надеяться на то, что он просто не снимет свою кандидатуру. Но он, вопреки всему этому, понимает, что здесь люди, которым деваться некуда, эти радикалы, фашисты, которых тоже девать некуда, которые только они будут слушать его преступные приказы. Вот он им и вливает в уши вот эту всю бутафорию, дезинформацию. То есть, соответственно, они воспитывают таким же образом своих детей. Поэтому я считаю, что нужно принимать решение какое-то как можно быстрее. Я не говорю о том, что надо убивать, расправляться. То есть мы в первую очередь офицеры и командир, бывший боевой Альфы Ходаковский, который подготавливал все наши, так скажем, подразделения. Вот. Выходцы наших командиров тоже вот, приближенные. Журавлев Артем Геннадьевич. Вот. Один из первых, я считаю, передовых командиров, ну так скажем, которых я могу выделить в течение 5 лет хода этой войны. Вот. Научил нас обращение с автоматом и с оружием и чести. То есть обращаться с оружием, это не значит собрать, разобрать автомат и уметь стрельнуть метко по мишени. Обращение правильно офицера с автоматом, это значит, ты смотришь на человека. Человек в первую очередь, вооружен, не вооружен. Если человек не вооружен, то ты вообще автомат спрятал и забыл о нем, и рожок отстегнул. Если человек вооружен, то ты смотришь, какие он манипуляции производит. То есть, где он держит палец, насколько его готовность стрельнуть в тебя. И только почувствовав какую-то, увидев угрозу, только тогда начинаешь манипуляции и начинаешь применять оружие к нему. Вот. Но здесь же все наоборот. Но есть исключения. Есть приказ. Приказ о неведении огня, мы это четко все выполняем и четко соблюдаем эти правила. Вот. Позиции все, мы их знаем, изучили досконально, постоянно исследуем, постоянно находимся рядом, как говорится. Я знаю, то есть каждую из их позиций, каждый окоп сообщения, начиная от муравейника, заканчивая алмазами. То есть все эти доты, которые они наваяли, там через каждые 3 метра. Вчера я только около 7 дотов насчитал новых построенных, вот там от 2-го дозора до 1-го алмаза. То есть в каждом доте сидят головы, в каждом доте бла-бла-бла, никакой внимательности. То есть буквально малой группой могли бы натворить там беды. Но мы этого не делаем. Просто наша задача посмотреть, на что вообще противник настроен. Какая задача, какая цель у противника. И вот мы выяснили, что на самом деле задача и цель у них просто нанести как можно больше урона, этим самым спровоцировав нас на какие-то радикальные тоже действия, чтобы можно было как-то оправдать свои вот эти вот преступные действия. Ну, мы на это, как говорится, не ведемся. Вот. Продолжаем соблюдать, по крайней мере, правила, законы, уставы, конституцию, которая действует у нас в Донецкой Народной Республике. Ну и, естественно, чтим и защищаем суверенитет. Вот. Если уже пытаются пройти ДРГшные группы, то есть мы это моментально выявляем. То есть по горячему, как говорится, везде на пути ихнего прохода существуют секреты, существуют препятствия, которых они, я уверен, на 100% не знают. Вот. Поэтому у них ничего не получается. Вот. И что это? это разрыв. Разрыв произошел на 1-м алмазе. Это наши позиции.
То есть, скорее всего, если мы не слышали выхлопа, то он был из глубины дач где-то. Вот, мы могли его не услышать. То есть, они из РПГ накручивают переходник и выпускают 82-е мины. Вот. А на самом деле, что я хочу? Сегодня хороший день, день настоящего мужчины. День мужчины того, который офицера, который знает на самом деле, что такое честь. И я не перестаю верить. И я уверен, что среди них есть тоже люди, которые чтут этот праздник, которые выходцы из старой закалки еще, у которых деды были в советской армии, и которые, может быть, вспомнят из истории, что все мы вместе освобождали эти территории когда-то, наши деды, наши прадеды. Поэтому противника тоже поздравляю с этим таким, скажем, мужественным днем, днем, когда каждый мужчина и офицер должен принять твердое для себя решение, идет он против народа, против своей чести или не идет. Вот я все-таки не перестаю верить, что там есть такие люди до сих пор. Вот. И поэтому их тоже с праздником, ребята. Надеюсь, что вы не то что наберетесь ума, а просто перестанете слушать в конце концов этих ублюдков, которые думают только о себе, которые не жалеют и жертвуют миллионами жизней ради какой-то своей там минимальной цели, ради того, что из-за того, что они себе накрутили каких-то там, как говорит один человек, мой знакомый, рагулей, вот, словили эйфорию мирового господства и считают, что вправе распоряжаться, то есть начиная от того, что земля перенаселена, заканчивая того, что какая территория им будет принадлежать. Так нет, я хочу сказать им, что все-таки сейчас на пороге, мы сейчас на пороге эры добра, поэтому все зло будет уничтожено, так или иначе. Ты это выучил? Молодец. Нет, не выучил. Можем сказать, где мы находимся сейчас, это место? Мы находимся сейчас на позиции Дозор-1. Вот. Это одна из наших позиций, которая, так говорится, была приближена к ним и которую они могли наблюдать. То есть остальные позиции у нас настолько замаскированы, что они не могут их видеть. Это основные наши позиции. А это у нас был такой массив, так скажем, первая преграда, первая линия обороны, которую они должны были встретить. Тут было не так много дотов, вот, пару дотов для утеса, там пару для пулемета. Вот, и они это все прекрасно видели. Ну, представьте, на самой высокой точке на холме стоит дворец, как говорится. Хочешь не хочешь, в него закрытыми глазами можно было попасть. Вот, как говорится. Вот. Ну, от этого мы не перестаем. Мы это предусматривали, мы это ожидали, что возможен такой исход событий. Но не в тот момент, когда заключено перемирие, есть договор о перемирии. То есть, учитывая то, что в отличие от нас, от нашей армии, которую они не хотят признать, они якобы признаны. Вот. И поэтому мы же думали, они тоже в первую очередь более нас должны понимать, что такое чтить закон и устав. Вот. Но оказалось совсем по-другому. И что произошло здесь? Здесь конкретно квадрат данной позиции Дозор-1, которая была уничтожена противником, была выпущена, ну я так скажу, я не читал, есть сводки, конечно, определенные и доклады. Вот. Но меня в то время уже на третий день обстрела меня контузило чуть-чуть. Вот. Ну и слава богу, что уже они перестали там на четвертый день так сильно облаживать. Там сделали паузу. Вот. Я буквально 3-4 дня пролечился. У меня там немного чуть баротравма. Вот. И вернулся опять на позиции. Почему? Потому что, ну, я тут знаю все как свои 5 пальцев. Вот. Сюда прилетело около 30 120-х, 82-х я сбился со счету. Около сотни было выпущено точно по этим квадратам. Около 30 120-х. Примерно столько же зажигательных. Ну, это тоже снаряд, 120-й снаряд, только это идет фосфорные зажигательные снаряды. И причем при всем, это снаряды, которые не выпускаются с миномета. Это снаряды, которые выпускаются как минимум с града, с установки град. Вот. Зажигательные. Потом стрелковая, начиная от мелкокалиберного там ПК и переходя утес. Выезжала двойка Бэха, также мы четко знаем, где компанир их находится. Не буду говорить где, скажу направление. Между
вторым дозором и малыми дачами выезжает Бэха, вот, и начинает работать своим пулеметом. Вот. Видимо, они узнали о том, что мы пронюхали, где их компанир, и Бэха ихняя на прицеле. Они вчера сделали другой ход. Я по звуку определил. Бэха чуть-чуть выехала, чтобы пулемету дать возможность поработать. Я почему это узнал? Потому что звук был очень глухой. То есть даже в открытой местности, на низменности такого глухого звука не будет. То есть четко понятно, что звук проводился практически с какого-то так компанира. Вот она выехала, постреляла немножечко в течение 5 минут и заехала назад. Вот. Это во сколько было? Вчера? Нет, когда расхерачили дозор 1. Когда расхерячили дозор 1, началось это все где-то с половины 6. Утром? Нет, вечера. С 5 вечера это все началось потихоньку. АГСики, минки. То есть артобстрел усиливался. Ну да, то есть по законам ведения войны артиллерии, то есть всех учат. Нас когда-то так всех учили. То есть на квадратный метр земли должно прилететь как минимум 3 снаряда. Ну, фактически они такую задачу и выполнили. Полный артобстрел. То есть такое ощущение, что была подготовка к какому-то проходу, к какому-то занятию территории. Но эта позиция была и предусмотрена для того, чтобы, как говорится, они, обманувшись, пошли вперед. Ну, после этого, через несколько дней, проведя разведку, то есть мы убедились, что ребята вообще никто никуда не собирается наступать, никто не собирается никуда идти. То есть это, грубо говоря, чистой воды провокация. И провокация такого рода, опять же, не учитывая жертвы среди мирного населения, которые могли бы быть, жертвы среди людей, которые просто, ребята находятся, приезжают поработать. Есть рабочие группы, да, грубо говоря, строительные там роты различные. То есть мы четко разбираем. Я смотрю в бинокль, если идет там, 3 идут, вижу 1 офицер, думаю, убийца 100%. И с ним 2 маленьких сосунка. Я никогда в жизни по этим 2 не буду стрелять. И того не убью. Максимум ногу прострелю ему. Вот. Почему? Потому что, отнять жизнь человеческую мы не имеем права. Мы должны думать, взвешивать четко, что такое человеческая жизнь. Мы не вправе судить человеку, жить или не жить. Никто не наделен таким правом, я считаю. И это никак не связано с религией. Хотя в Бога я верю, Бога чту, но религия наша тоже в обрядах погрязла. С ихней стороны. Я видит дым там. Да, это вот продолжает он гореть в течение 5 минут. Почему? Потому что глубина этих позиций была очень немаленькая, практически 3 метра, это без углубления. Она возвышалась над уровнем 0. Ну и где-то примерно пару метров она еще была в глубину. Все это было построено из дерева и, так говорится, разных горючих материалов. Естественно, это все было укреплено сверху и защищено не горючим материалом, начиная там от определенного состава резины, заканчивая песком и землей. Вот. Но они пробивали сначала снарядами 120-ми, следом зажигалки уже падали на какие-то открытые участки и, естественно, загорались. А фосфор, если вы знаете, это такая штука, которая пока не прожжет все до самого ядра земли, будет гореть. Ее засыпал вот так вот землей. Она потухла, землю разворошил, она начала гореть. То есть такой серьезный химический состав. Фосфор, это слабо сказано. Там не то что фосфор, там какая-то смесь из самого ада, наверное. Значит, можно так сказать, если я не ошибаюсь, что они выпустили болеста мин и других, и даже наблюдательного пункта не уничтожили только картинку, которую, возможно, они показали, я не знаю, показали в СМИ. Но кроме того, милитарные, как это военные, стратегические паузы они не получили. Я могу сказать, да. То есть я не открою никаких тайн, если скажу, что да, они не получили никаких результатов абсолютно, что бы они там себе не думали. Вот. Я совру, если скажу, что они не повредили больше ничего. Некоторые позиции тоже немножко повреждены. Вот. Но эти позиции целы, чуть-чуть отреставрировались. Самый плюс этих позиций, что они о них не знают и не подозревают даже.
некоторые секреты, мимо которых они ходят, и даже не подозревают, что там сидят ребята, которые могут их убить, взять в плен. Но мы этого не делаем. Почему? Потому что наша задача вести полный контроль и учет, а не убивать на сегодняшний день. Мы хотим, чтобы война закончилась. Можем сказать за себя? За меня? Да. Ну, полную автобиографию я считаю, что говорить не надо. То есть я так быстренько проследую. Мое призвание, моя стихия — это политическая деятельность. Я занимался политикой. То есть, да, политика это было связано с развитием малого, среднего, крупного бизнеса. Работал помощником депутата. Вот. Но в свое время, как говорится, и тоже немного осваивал, так скажем, боевые искусства, военную науку. Вот. И, можно сказать, вовремя познакомился с Ходаковским Александром Сергеевичем, который, собственно, и научил меня первым азам всего, что связано с боевыми искусствами, боевыми подготовками. Вот. В начале войны мы создали общественную организацию «Патриотические силы Донбасса», которая впоследствии стала общественно-политическая организация «Патриотические силы Донбасса». Я там являлся членом совета. Мы с Денисом Техником придумывали этот шеврон. Я как сейчас помню. Вот. Ничего плохого мы изначально не делали. Изначально нас как подготавливали тому, что никакого радикального настроя, то есть мы не захватывали администрации, мы взяли в аренду бывшую областную партию регионов, то есть официально все, пока это возможно было сделать официально за деньги. Как только началось полный беспредел, то есть мы бросили эти все официальные объекты и ушли, как говорится, по своим квартирам вести эту деятельность. Потом уже, когда начались бурные боевые действия, я перешел под командование Журавлева Артема Геннадьевича. Ну, собственно, этот человек и научил меня, как можно выжить в аду, я это могу назвать адом, или зоной отчуждения. Научил меня владению с любого вида оружия, я могу стрелять, то есть тактики боя, ориентирования, слушать, видеть, предугадать, предусмотреть, спасти. Всего того, что человек должен знать, чтобы не выжить, выживают трусы, а остаться в живых на войне. То есть научил меня Жора. Вот. И на сегодняшний день, как бы, это командир, под эгидой которого, я считаю, происходит самый законный и самый так скажем, коррупционные, нравственные вещи, которые еще, так скажем, держат как-то в рамках некоторые наши внутренние ситуации. Но мы сейчас не об этом. Ты откуда? Я из города Неринг, Саха-Якутия. Это Российская Федерация, родом оттуда. Вот. Ну, еще в школьном возрасте я переехал жить в Донецк. Вот. И по сей день, как говорится, в Донецке. Тоже я мог уехать в Киев. У меня изначально такая политика была, что я не собирался никуда уезжать. Не собирался, не мог и в Москву, и еще куда-то, знаете. Когда-то, конечно, начались активные боевые действия, я немножко сомневался, думаю, правильно ли я сделал. Ну, то есть, сейчас я тут и останусь, потому что я не ожидал такого наплыва. Первый раз столкнулся с войной. Как бы мы подготовлены не были, мы были подготовлены к ведению боя в городских условиях, по борьбе с терроризмом в городских условиях. Ну, работа с артиллерией, работа с тяжелой техникой, это для меня было ново. Вот, поэтому, и когда я увидел, когда первые дни в аэропорту рядом возле меня падают мирные жители, бегут, когда женщина еще не успела понять, что происходит, в магазинчике, в ларьке торгует, была убита, тоже упала за прилавком, я понял, что творится вообще полный беспредел, полный хаос. То есть надо ехать срочно в штаб и слушать командира, что он будет говорить, что делать дальше. Можно начал так. And now we've moved closer towards the Ukrainian positions. In that direction, just over 600 meters is a Ukrainian position.
in that direction, 1,200 meters, is another Ukrainian position. And as you can see around me, this Donetsk People's Republic position was destroyed. This happened about a week ago. The first day there were many shells that came down over a few hour period, then there was a break, and then there was more shells that came down, and they tell us that what happened here was caused by a mixture of 120 millimeter artillery shells and also incendiary shells. That's why there was so much damage caused by burning here. We can actually still see smoke coming off of some of the wood slats from the position and the bunker that was burned here. And this whole position is like a crater now. And these weapons are banned by the Minsk agreements. And this shows that the war is still going on here. The people here, the soldiers, tell us that it's hard serving here because there is still war going on. The world's forgotten about this war, but you can see now that it really is going on. And today is the holiday, the Defender of the Fatherland Day, or as we call it in the United States, Veterans Day. And we're here on this holiday to show you what it's like for the soldiers that are serving here on the front line of the Ukraine war in the Donetsk People's Republic positions. And now we're gonna move on, talk to some other soldiers about their feelings of this holiday and their feelings of the war overall. Что это? Это зажигалка. Да? Да. Это подарок. Это что это был? Фосфор. Да? Да. Это что был неделю назад? Да, это было неделю назад. Вот, 6, 7, 8 в течение 3 дней, 15 числа. Также интенсивность уменьшилась в последующие дни, но орудия обстрела не изменились. 120-е мины, фосфорные снаряды, 82-е мины, СПГ, ТУР, РПГ, крупнокалиберные пулеметы стрелковые, БМП. Также беспилотники, с которых сбрасываются мины. Вот. Когда были с вами на фильме, вот, я помню, одна вещь понравилась. Ну, я как бы настоял на то, чтобы мы скинулись с ребятами. Вот, подарили вам такой фужер Патриарх. Вот. Все, сегодня будет это. Ну, вечером. Серебро, позолота, Вино. герб. Вот. Также, как бы, Так я напьюсь такими дозами. нужно правильным было сказать речь какую-то. Вот. Времени как бы не было подготовиться. Да и плюс я считаю неправильно, если я буду один говорить. Поэтому я решил. Я называю позывной, и этот человек говорит 2-3 слова командиру. Договорились? Так. Шаен. А, ну Шаен. Сокол. Я с праздничком. Тебя. Танчик. От души, командир. Студент. Командир, с праздником. С праздником. Потап. Я, можешь с места. С праздником, командир. С праздником. Каков? С праздником, командир. Ген. Утюг у нас в резерве, шмель в резерве, Таиланд в резерве, Тиша в резерве, Зуб, Шаг, Фрукт, Эксперт в резерве, Фанат. Француз ранен, Малыш. С праздником. Грант. С праздником. Здоровья. Все остальное. С праздником, командир. Мы вас любим, ценим. Ну и вас так и всех. Кстати, дети передали письма и сладости. Ну, письма разберете. Кому какое достанется, открытки, письма, это дети
патриотических сил, то есть, и детских домов, и садиков и так далее. Это самая приятная вещь на самом деле. Спасибо. Ну и они передали также сладости, всякие вкусности сюда на передовую. Вот. Так что всех с праздником! Спасибо большое. На связи. Да, приветствую. Сейчас, нет, я сейчас только отправил машину, машина поехала, сейчас все повезет. А я сейчас подтянусь. Понял. Ну, возьму. Я понял, хорошо. Плюс, принял. Ага. Еще раз с праздником. От кого и какие пожелания, это все вслед. Да, там уже каждый прочитает это. Камелёнка солдат передачку отложил. Малыш, Ну, пацифист. студент. Кто? Ну как раз тут получается. Ну вы что же, военкоры, да? Правильно я понимаю? Это от детей от наших. Ну это еще у нас на позициях ребята, как раз вот 3 человека. Там же про него написано. Здравствуй, солдат. Мы с тобой не знакомы, но надеюсь, ты будешь рад. Письмо моему с нижайшим поклоном. Хочу, чтобы тебя обходили невзгоды. Желаю, чтобы ты не болел. И очень прошу тебя, чтобы в любую погоду страну защитить ты сумел. Я очень надеюсь, что будешь ты сильным и сможешь за нас постоять. И надеюсь, награду скоро вручат. Спасибо, что рискуя жизнью своей, спасаешь ты наших. Ну вот мы теперь не так уж и не так уж и чужие. Меня зовут Софа. Поздравляю вас с 23 февраля. Желаю здоровья и, главное, жизненного ангела-хранителя. Ученица 7 А класса. Пожалуйста. Можем сказать, где мы находимся сейчас? Ну, это позиция Дозор-2, промзона, Ясиноватая Авдеевка. Ну, скажем так, промежность. И я слышу, неделю назад был взрыв здесь. Да тут не взрыв, тут был полномасштабный обстрел со стороны Украины. Вот. Нарушали они, как обычно, перемирие, били зажигательными снарядами и 120-й осколочно-фугасный, и СПГ-9. Ну, то есть, обстрел был, скажем так, напомнил он мне 15-й год. Таких обстрелов давно не было. Вот. Подожгли позицию нам. Ну, естественно, мы отвечать не можем, потому как мы соблюдаем мирные соглашения. Но они нас обложили очень сильно. Несколько дней обкладывали по полной программе наш наблюдательный пункт. То есть перемирие нарушено было жутким, скажем так, образом. Сыпали сколько хотели, чего хотели. То есть, ну, со всей техники работали практически там БТР, БМП-1, БМП-2, СПГ-9, АГС это вообще без счета. 120-х мин, ну просто несколько сотен лягло сюда, вот, за несколько дней, не считая этих зажигательных. Ну, перемирие нарушается с их стороны постоянно. Мы наблюдаем, у нас, скажем так, НП. Они сюда сыпят. Вот. Сегодня пока не тихо, но я думаю, ближе к вечеру начнется, опять начнут сыпать. Так что нарушение Минских соглашений постоянно провоцируют, еще раз провоцируют. Как-то так. Можно сказать, какой батальон вас? Еще раз не понял. Батальон или как вас? Внутренние войска, вот, вторая штурмовая рота. Ну, скажем так, то, что у нас в сердце, и воюем мы под шевроном батальона «Восток». Мы, скажем так, все мои ребята и так далее, ну, многие ребята, с 2014 года поступили в батальон «Восток».
И, естественно, он уже в крови у нас, этот шеврон. И этот батальон «Восток». Мы верные своему делу, верные своим принципам. Так что у нас это можно только, я не знаю, как снять. Ну, только с рукой разве что, но я же ее не отдам. Я жадный насчет этого. Как-то так. Можно разговаривать за себя? Не понял. А что за себя рассказывать? Командир роты. Позывной Жора. Да. Все. Да, мы знаем давно, да? Не, давно знакомы, конечно, да. Еще Да. с 14 года. Да. Под этим позывным начинал и продолжаю. Естественно. Ну, а что еще про себя рассказать? Проще бойцам рассказать. Я могу только сказать, что у меня бойцы лучшие. И каждый день у них занятия происходят, даже здесь на передовой. Каждый день они совершенствуются. Практически каждый из них, как минимум, достоин не только называться, а получить и награду героя, например, потому как они живут в таких условиях, что обычный человек не сможет здесь жить. Просто. И пережить эти обстрелы и такую работу, которая возлагается на их плечи, практически нереально. Обычному человеку, необученному, не привыкшему, здесь не выжить. И сегодня праздник. Что это праздник за Как это что? Как раз это праздник всех этих ребят, потому что это же праздник День защитника Отечества. Вот как раз все эти защитники работают, строят, обороняют, охраняют рубеж, наблюдают за противником. То есть как раз это их праздник, их день сегодня. Отмечать они его будут позже, после ротации. Потому как здесь не расслабишься особо. Здесь надо постоянно наблюдать, смотреть до порядка, строить, работать и так далее. То есть как? В душе праздник, да, дети нас поздравили, спасибо им. Гостинцы передали нам. Ребятам огромное спасибо за такое поздравление, как они мне сделали. То есть, скажем так, воплотили мечту. Я такой бокал мечтал еще, скажем так. Не знаю, лет так 10, когда я увидел такой кубок, и мне всегда хотелось такое. Тут ребята, да, простые, обычные бойцы, взяли втихаря от меня, скинулись и приобрели такую вещь. Это, я отвезу, естественно, эту вещь гравюрщику, чтобы выбрал, что это от бойцов. Это будет, скажем так, семейная реликвия. Не то, что там, скажем так, а реально будет семейная реликвия. Будет передаваться по поколениям, то есть это останется в истории. Вот так вот. Таких бойцов, как у меня, это редкость. Это семья. Большая, сильная, дружная семья. Против таких навряд ли какой-то враг сможет справиться. Вот так вот и живем. И что это был? Что вы даете солдат? Еще раз. Там вы даете подарок за... Не понял. То, что дети передали? Да. Это с детских домов, со школ и так далее, с патриотических клубов. Дети передали открытки, письма. Письма, там даже есть одно письмо от бабушки одного ребенка, да, там нас поддерживают. Сладости, варенье, соленья. Дети собрали, кто там что смог, да, их бабушки готовили там, или родители. Они передали для того, чтобы как-то поднять моральный дух бойцам. Естественно, это приятно, когда ты знаешь, что за твоими плечами тех, кого ты защищаешь, они о тебе думают, беспокоятся и передают такие делают такой жест. Вроде бы ребенок, да, маленький, но задумывается о том, что здесь кто-то живет в холоде, и баночка варенья открытого к чаю будет напоминать об этом празднике не один день, скажем так. Там же не одна баночка варенья. Сегодня, завтра с чаем будут пить и обсуждать, что нас не забывают, помнят за спиной у нас и чтят этот праздник, даже дети. Вот так вот.
Спасибо большое. У тебя работает? Да. Ну, ладно, что. And that was Rupinder Singh, the Donetsk People's Republic Frontline. If you'd like to see more of the vlogs about my family's life and my work life in Donetsk, click on this link here and subscribe to Ukraine RU. If you'd like to see the full report on today's events and many other reports, click here and subscribe to my channel. And please like this video, subscribe, and share it across all social media. It really helps us get the word out. Thanks.